Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать украшение вот с такой подвесочкой. Покупала я на сайте Алиэкспресс ее. И примерно 7 сантиметров здесь расстояние. Очень красиво. Рисунок здесь четко выражен. И красные такие камни под гавлит. И у меня такие бусинки есть. Я вам показывала как-то давно. У меня разные размеры. И точно подходят по цвету и даже структуре. Вот такие больше бусинки я не могу найти на сайте Алиэкспресс. Они вот как из полимерной глины, такое ощущение, слеплены. Вот у меня все размерчики есть. И я хочу их добавить. Но я хочу сделать в форме и цепочки, наверное. Не на тросик, а буду соединять звеньями или восьмерочками. Есть у меня вот эти восьмерки. Буду сейчас делать элементы какие-нибудь интересные. И, может быть, соединять вот этими восьмерками крупными. Хотя есть и маленькие. Сейчас я буду смотреть, что у меня будет получаться. Есть у меня вот такие коннекторы. Очень они мне нравятся. Я их ставила в серьги. И красиво смотрятся. И вот так с обратной стороны. Здесь она неровная. Эта деталь. Она как вмятина, углубление. С другой стороны вот так. Видно, да? Есть у меня еще розочки вот такие. Давно лежат. Я не знаю, из чего они сделаны. Очень давно покупала. По-моему, 10 штук было в комплекте. Но какие-то я использовала, по-моему, в серьги. И с тех пор лежат давно. И вот я хочу их тоже поставить где-то вот поближе к украшению, чтобы их было видно. Они очень красивые такие цветочки. Я когда приложила вот так, и здесь как углубление такое, да, и выпуклая сама обратная сторона розочки. И она здесь лежит неплохо. И думала я, как же это соединить все вместе. И я взяла пин. Длинный, самый длинный, какой у меня есть. 6 сантиметров. И я сделала вот такой вот коннектор. Вот, посмотрите. И получился вот такой элемент интересный. И, может быть, я сделаю сейчас вторую такую же. Вот так я провела. Потом посадила розочку. И здесь я уже стала выгибать. Начну делать. Пин гнется хорошо, поэтому мне надо согнуть сейчас и продеть вторую сторону в отверстие, скорее всего, инструментом. Вот видно. И вытянуть это все. Вот я подтянула розочку. И теперь вот сюда вставляю. Вот так. У меня так хорошо первая получилась. И здесь можно оставить эту петельку. Можно было и обрезать, а потом новую скрутить. И теперь я подтягиваю с этой стороны хорошо. Вот так вот выравниваю пин. Подтянула, чтобы розочка не шаталась, не двигалась. А вот эту я сразу вот так подгибаю. И получается петелька, да? И розочка уже стоит и не двигается. Вот так получилось. Поняли, как, да? Пин мягкий, поэтому легко было и провести это через коннектор. Потом его выравниваем. Теперь я обрезаю и делаю такую же петельку. Оставляем немного. Теперь нужно закрутить. Немного я загнула в сторону. И теперь беру плоскогубцы и вот так закручиваю. И получается вот такая петелька с двух сторон. И ничего не цепляется, все ровненько. Вот такой получился второй цветочек у меня. И я хочу теперь их вот так прикрепить. Так, есть у меня еще вот такие бусинки с большим отверстием. И здесь цветочек с красной точечкой. Но здесь бирюзовый цвет присутствует. Я уже думала, может быть, добавить вот таких плоских бусин гавлита где-нибудь. Кисточку я хочу делать из бусин. Именно вот таких маленьких. У меня много маленьких. Ну, а здесь уже, может быть, добавлю из-за вот этих бусин. И мне хочется их тоже
поставить в украшение. Они неплохо смотрятся. И, может быть, поставлю и гавлит. Сейчас буду придумывать и покажу вам. Еще я нашла вот такие колокольчики. Такие маленькие-маленькие. Возьму бусинку. Возьму вот эту бусинку. Так, вторую. И вот эту. И вот такой элемент, если я сделаю. Попробуем сделать. Оставляем для петельки. Придерживаем. И вот так плоскогубцами. Потом их мне придется раскрывать. Я не хочу их большими делать. А раскрывать и соединять. Ну, вот так вот получается. И где-то поставить вот здесь, может быть, такие элементы, да? Было бы неплохо. И еще можно здесь поставить. Еще две таких сделать. Еще у меня остались вот такие бусинки плоские. Тоже я показывала вам как-то в распаковках. Так, вот такие снежинки. По две. Когда их ставишь, и вообще, когда побольше, мне нравится. Я две буду ставить. И вот такую голубую. Так, не... Такой элемент. Вот с голубым будет так перекликаться. И теперь загнула и обрезаю для петельки. И надо посильнее зажать, чтобы не двигалась бусинка. Эти элементы, чтобы не двигались. Хотя пускай двигаются немножко. Ничего страшного, если будут в движении. Ну, совсем немного. Я тут начала уже собирать и прикрепила. Конечно, я погорячилась с этими крупными элементами. Вот эти, посмотрите, насколько меньше восьмерочки. И я соединила маленькими. И я думаю, буду соединять именно ими. Не от звеньев цепочки, а ими. И не будет перекручиваться у меня вся эта конструкция. Очень удобно будет. Вот она будет именно вот так и лежать. Но я еще не сделала здесь подвесочки. Уже начала собирать, пробовать. Но надо сначала мне подвески прикрепить, так как потом уже в украшение неудобно будет ставить. Сейчас я буду еще придумывать подвесочки и покажу вам как. Ну и вот так я подобрала подвесочки. Вот эти с краю совсем малюсенькие. Здесь у меня гвоздики с такой шляпкой плоской. Они такие прочные, эти пины. И так трудно их закрывать. Они у меня все вот не совсем ровные получаются, так как бусинка совсем малюсенькая. И взять ее не за что, чтобы закрутить. Очень сложно. Но ничего страшного, что немного неровные петельки получились. Я видела еще похуже в украшениях, где делают. И вот я по 3 сбоку буду просто их сажать. Будут так висеть маленькие. Посередине самая длинная. И вот такие коннекторы, как шапочка. Они малюсенькие и хорошо туда прошли 2 бусинки. И вот так вот смотрится здорово, да? Это будет самая середина. Очень хорошо, что здесь центральная есть петелька. И на нее я подвешу вот такую еще бусинку, как колокольчик я показала, который будет и в украшении. Тоже вот так я сделала. И здесь пин уже с шариком, он мягкий, поэтому его я закручу в несколько оборотов. Вот продеваю уже вот так бусинку. Теперь я держу вот это все. Он мягкий, и я немного вот так закручу вокруг, чтобы держалось лучше. Они такие мягкие, потому что тоненькие, поэтому их нужно закручивать несколько раз, чтобы не раскрылись. Все равно дергать никто не будет, я думаю. И все, и обрезали. А это уже я всегда кончик потом поправляю, чтобы его не было видно. И вот такая подвесочка будет посередине у меня. И теперь сейчас мне это соединить все нужно. И вот такие бусинки я еще собрала, чтобы поставить сзади. Просто
бусинки с шапочками. Беру пин. Нашла маленькие пины у меня. 2,5 сантиметра. Думаю, почему я их обрезаю длинные. Померила, у меня хорошо проходит. Вот такие шапочки у меня остались совсем немного. Надо заказывать. Они такие красивые, так смотрятся здорово. Вот посмотрите, вот эти. Но красиво зато обнимают бусинку, как лапки такие. И вот так бусинка у меня будет. И хорошо я загибаю пин, и мне не надо обрезать его. Он хорошо по размеру подошел. Вот что мне понравилось. 2,5 сантиметра. И закручиваю петельку. И теперь еще сделаю таких 2 и достаточно. Посмотрите, у меня шапочки вот так вот легли друг в друга. И посмотрите, как интересно смотрится. Они обняли себя, то есть друг друга обняли. Такой элемент интересный получился сам собой. И можно тоже где-то проставлять. Вот так вот они стали между собой. Сейчас еще я их не раскрою. Нет, хорошо, все, разошлись. И теперь по 2 бусинки я еще добавлю. Вот так на окончание. Беру 8 и вот так ставлю. Переворачиваю и сначала я загибаю с 2 сторон. Вот так вот. А потом плоскогубцы провожу чуть дальше и зажимаю. И они вот так вот зажимаются. И все. И теперь они будут лежать ровно и не переворачиваться. И еще одну бусинку. Вот так вот зажимаю сначала. И вот так потом прижали. Плоскогубцы надо подальше ставить, где потолще. И вот так раз и зажали. И все. И удобно. Теперь с другой стороны. И обязательно делаем петельки в одной плоскости. Если у вас они перевернутые, вот так вот плоскогубцами повернули. И тогда уже соединяем. Также я прикрепила карабинчик. Хотела сначала эту цепочку, но что-то она очень большая. И вот такую поставлю. Она потоньше, хорошо подходит к украшению. Звенья у нее открываются. Это у меня уже остаток, по-моему, остался. Я его покупала в Дом бусин, то есть цепочку эту. И, конечно, я сейчас, наверное, укорочу, потому что мне это длинно. Я хотела покороче украшения, чтобы кисточка где-то на груди лежала. Не хочется длинным. Я, наверное, померяю и уже потом укорочу, наверное, украшение. И вот такое украшение мне получилось. Интересно, да? Из таких элементов. Здорово получилось, на мой взгляд. Розочки здесь неплохо смотрятся. Здесь цветочки. Ну и сзади я вот так вот поставила вот такую капельку. Очень красиво смотрится. Кисточка такая оригинальная. Посмотрите фотографии в конце видео, как это выглядит на манекене. Может быть и на мне. Если вам понравился мастер-класс мой, поставьте мне пальчики, пишите комментарии. Будем общаться. Не забывайте заходить на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.